Друзья, с вами ВАЗ-2232, и сегодня мы с вами пробежим 10 порталов. Я, наконец, собрал необходимое количество ресурсов, чтобы пробежать эти порталы и по совместительству поучаствовать вот в этом вот событии возрождения надежды. Я, конечно, не охочусь за бутылкой, которую здесь можно качать с 3 на 4 уровень, или эхо. Но если они выпадут, это тоже будет здорово. Основная задача, конечно, это собрать вот этот ресурс освещенное клеймо, которое после этого события, если мы посмотрим в правилах, за каждое освещенное клеймо мы получим 5000 платины, что очень неплохо. В общем, друзья, давайте с вами посмотрим, откуда мы сейчас возьмем ресурсы, потому что у меня, по-моему, там 67 глифов, остальное нам придется купить за платину или за что-то еще, так что устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. Итак, друзья, давайте сначала посмотрим, сколько всего у меня глифов. У меня есть 67 привязанных, и интересно, у меня есть еще 1719 мерцающего угля, на который мы сейчас сможем купить вечные легендарные глифы. Также у меня есть немножечко сфер. В общем, мне нужно 33 штучки купить. И давайте быстренько проследуем к нашему подмастерью ювелира. Кстати, блин, как я обожаю этот билд. Ну, он такой быстрый. Смотрите, я прыгаю и начинаю просто нестись как сумасшедший. В общем, я его опишу в одном из своих роликов. Давайте с вами купим немножечко глифов, и делается это, по-моему, создание. Вот вечный легендарный глиф за 320 мерцающего угля. Сколько нам хватит здесь? Аж 5 штучек. Отлично. Ну, покупаем, конечно же, все. Не зря я бегал портал с обычными редкими глифами. Блин, обожаю этот билд. Можно даже не делать склейки, потому что ты так быстро перемещаешься, что просто караул. В общем, охотник на демонов — это реально топ сейчас. И давайте посчитаем. У нас 67 плюс 5, это будет 72. Нам осталось купить 28 глифов, чтобы у нас была ровно соточка для 10 порталов. Ну, тогда мы, естественно, пройдем к продавцу глифов и быстренько купим... Сколько я там сказал? 28? 28 штук. Как это делается? Кстати, я могу купить вечный легендарный глиф за 1600 платины. Это мы пробежали адский реликварий вместе с нашей Warband, с отрядом. Вот. И давайте, наверное... Блин, не хочу я платину тратить. Я ее поберегу для того, чтобы купить нужные камни на рынке. Давайте покупать тогда вечные глифы за сферы. Ну и, кстати, нам удастся сразу 28 штучек. Да, удастся за 4480 валюты. Блин, это первый раз я вообще за всю историю игры делаю такие покупки. Ну, покупаем. И они к нам залетают. Теперь у нас ровно 100 глифов. Давайте смотреть. И действительно, 67 плюс 33, если обладать минимальными навыками математики, то можно увидеть, что это 100 штучек. Ну что, мы заходим, да? Мы, естественно... Какие мы будем сначала тратить? Давайте обычные, да, легендарные глифы. Ну, давайте изменим приоритет, чтобы у нас обычные были. Да, подтвердить, добавляем сюда. Ну что, друзья, побежали. Но перед тем, как мы побежим, давайте, друзья, посмотрим, какой у нас повышенный дроп. И повышенный дроп у нас как раз окровавленного нефрита. Боже, я так надеюсь, что мне выпадет что-то больше, чем 3 звезды. Но я очень надеюсь, что я получу этот камень за эти 10 забегов. И, конечно же, хватка боли. Почему? Давайте посмотрим мой билд. Это сейчас PvE билд, но камни, которые... я буду сейчас, за которыми охотиться, они будут в моем и в PvE, и в PvP билде. Конечно, я очень надеюсь на дроп колоссальной машины, которую я хочу прокачать до 6 уровня. Ну, конечно, я охочусь за окровавленным нефритом. Я хочу повысить его и звездность, и повысить его до хотя бы 5 уровня. До 5 уровня нам нужно 250 силы самоцветов и 5 дублей. У меня 0 дублей. Ну, сила самоцветов я откуда-нибудь возьму. Ну и, конечно, я хочу повысить ранг своей хватки боли. Это тоже очень крутой камень в моем PvE билде. Он постоянно
несет эффект. Вы наносите на 16% больше урона противникам, на которых действуют эффекты периодического урона. Ну, то есть он постоянно работает, и мы постоянно наносим, если на ком-то висит периодичка. Сейчас он у меня на 6 уровне и до 8 уровня, потому что на 7 уровне он не дает нам увеличения урона, он дает какую-то фигню. В общем, самые крутые характеристики, они на четных уровнях. Его нужно сразу качать до 8. И до 8 уровня хватка боли, чтобы прокачать, нужно с 6 11 дублей и, по-моему, там сколько-то 190, что ли, силы самоцвета. Ну, вы сейчас увидите это на экране, я это покажу. Короче, мы охотимся в основном за хваткой боли, за нефритом и очень надеемся, конечно, на колоссальную машину и бурлящий исход, да, который, кстати, бурлящий исходик наш любименький, он у меня есть 4 уровня, причем продажный, и все-таки, друзья, я решил его не продавать. Я буду повышать звездность своего бурлящего исхода. Ну что, давайте, немножечко риторики у нас было, и теперь заходим в порталик. Первый забег. Побежали. И, друзья, я не буду вас томить на самом деле, я буду прокручивать до конца, чтобы вы сразу смотрели, какой был дроп. Ну, если вы хотите коротко посмотреть, как работает этот супер крутой билд, это просто вообще чума. Тебе ничего не нужно делать, тебе нужно просто бегать, и автоатакой ты убиваешь всех монстров. Это, конечно, реально очень прикольно. И вот, друзья, у нас уже появляется босс. Давайте сразу же мы его убиваем, также автоатакой. Это все очень... О, ничего себе, он у меня смог ударить, засранец. И смотрим, что у нас в первом дропе. Белого света, конечно же, есть белый свет. И надеюсь, что это окровавленный нефрит. Давайте смотреть. По-моему, нестабильный осколок. Это 5-звездный камень, нет? Нет, давайте, блин. Ладно, соберем их, потому что так мне сложно понять. И смотрим обзорчик. Это пасть из глубин, 3 звезды. Пасть из глубин я не использую в своем билде. Но ладно, мы ее запишем. Пасть из глубин. Итак, друзья, второй заходик. Поехали. Опять же, не буду вас томить. Сразу же перейду к боссу. Это все магия монтажа. Ну и что, у нас уже подходит боссик. Вот он. Опять его быстренько убиваем автоатакой. Очень круто. Просто вокруг него бегаем, и его шакрамчики убивают. Что у нас будет во втором заходе? Белый свет? Да, нет. У нас, к сожалению, второй заход проходной. Ну, надеюсь, здесь хотя бы хваточка боли у нас будет. Во втором заходе у нас хватка боли. Ну, в принципе, нормально. Всего 2 двухзвездных. В общем, побежали третий заход. Ну что, друзья, третий заход, поехали. Ох, не люблю я эти порталы, которые нужно очень долго бегать вот по всем этим проходам. Мне нравятся прямые, знаете, как из Эшвардского кладбища, там такие портальчики, очень быстро они проходятся. Но опять не буду вас томить, друзья, так что увидимся у босса. Блин, как же мне нравится эта автоатака. Ну как она прикольно работает. Ох. Ладно, у нас уже здесь, видите, шкала завершается, так что у нас скоро появится босс. И вот он. Вот этот портальчик очень классный. Можно сразу переместиться к нему. Умирай. Давай нам 5-звездный камень. Давай. Это третий заход. И в третьем заходе у нас ничего, к сожалению. И здесь у нас, друзья, вообще ничего, чего есть в моем билде. Поэтому все пойдет, наверное, на корм. Хотя нет, по-моему, неизбывное проклятие я использую в своем PvP билде. Ну, в принципе, неплохо. И, друзья, четвертый у нас заход. Заходим. И, кстати, вот этот вот портал, это именно тот, который я люблю, где ты, в общем-то, бегаешь и четко ясно, куда бежать. Использую, видите, взгляд теней, по-моему, да? Или как эта штука называется? По-моему, взгляд теней, вот этот глазик.
Да, и как раз мы видим, где расположены все наши синенькие, чтобы прям туда бежать и быстрее закончить этот портал. Заканчиваем его. Вот наш боссик. И да, ты дашь нам 5-звездный камень, зараза, или нет? И здесь опять у нас ничего. Все, у меня началась полоса неудач. Но здесь у нас есть хватка боли. В принципе, тоже неплохо. Уже вторая хватка боли за 4 захода. Вообще не густо на самом деле. Друзья, уже пробежали 4 захода и бежим с вами 5-й. Опять портал, который я люблю, что очень приятно. Сейчас мы прокрутим вот эту шкалу, чтобы я видел, когда она завершается. И увидимся с вами с боссом. А, смотрите, там еще гоблины бегают. Но гоблинов я тоже поубиваю немножко. Это интересно, да? Иногда в порталах там сундуки и гоблины появляются. Так, ну и все, у нас вот появляется, наверное, босс. И, кстати, босс появился и гоблин исчез. Но это нечестно, а? Уничтожайся и давай нам 5-звездный камень. Ну, на 5-м-то забеге должен быть, да, у нас белый свет. И что у нас там выпало-то, а? Окровавленный нефритик, по-моему. Да, 3 звезды. Кстати, очень неплохо. Очень неплохо. Смотрите, 5-й забег. И у меня только 2-й 5-звездный камень. Сначала у меня там было то, что я не использую в своем билде, а здесь окровавленный нефрит 3 звезды. Было бы 4, я бы просто был счастлив. Ну ладно, хотя бы так. И, друзья, это минутка моего негодования, потому что я вдохновился пойти эти 10 порталов картинками с Reddit, и посмотрите, какой дроп у других ребят с зеркальных самоцветов. 4 окровавленных нефрита. Или, смотрите, здесь 2 эха, и одна из них 5 звезд. Или вообще, ну как такое возможно? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Сколько? 8 окровавленных нефритов. Такое вообще возможно? Они, конечно, все 2-звездные, один только 3-звездный, но все равно это просто какое-то прям, ну, нереальное везение. Ну и здесь просто то, что я хочу. Это 2 колоссальные машины, одна из которых 5 звезд. Ну, короче, ребятам реально фартит. Там, конечно, были и скриншотики, где все однозвездные. Я думаю, у вас тоже такое бывало. Ну, давайте не будем отвлекаться и пойдем. Мы уже пробежали с вами 5 портальчиков, да, за 5-й портал нам выпал окровавленный нефритик. Я небольшую статистику веду здесь в телефоне, потом мы все подытожим. Давайте бежим 6-й. И 6-й у нас забег. Начинаем. И мне опять везет с порталом. Это вообще один из самых моих любимых, потому что здесь ты все время бежишь, в общем-то, прямо. Никуда сворачивать не нужно, можно даже не использовать вот это взгляд теней, да, чтобы посмотреть, куда бежать. Хотя иногда ты упираешься в тупики. Отлично, боссик у нас появился, давайте перемещаемся к нему. И мы что, мы очень, конечно, надеемся на 6-м забеге еще на 1 5-звездный камень, который у нас и будет. И что это, 5 из 5 окровавленный нефрит, да. Окровавленный нефрит. Я вижу уже, что там окровавленный нефрит. Боже, пожалуйста, 5 звезд. Нет, окровавленный нефрит, просто копия, 2 звезды и хватка боли. Ну, в принципе, идеальный дроп. Так, друзья, 6-й забег мы с вами завершили и начинаем 7-й. И вы видите, что здесь уже пошли вечные легендарные глифы. То есть с них я буду получать самоцветы, которые смогу продать на рынке. Ну что, 7-й забег, поехали. И здесь портал, который я не очень люблю, поэтому встретимся с боссом. Так, и боссишка у нас появился. Давай нам 5-звездный камешек на 7-м забеге. Что у нас там будет? Наверное, ничего. Да, ничего. При этом мы использовали 3 вечных легендарных глифа. И я вижу, что там есть хватка боли. Что уже не так уж и плохо.
Даже если она продажная, я продавать ее не буду, потому что я качаю этот камень. Ну, давайте смотрим. Да, здесь хватка боли и холодный наперстник. Но холодный наперстник я тоже не использую в своем билде. Я использую колодец энтропии, но он уже прокачанный у меня до 10 уровня, поэтому это все корм. Ну что, у нас осталось всего 2 забега, и мы будем тратить... А почему, кстати, 2 забега у нас осталось, да? Это мы... Подождите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Я пробежал 7 забегов. Я что, купил, получается, на 10 лишних глифов? Почему у меня сейчас 30 вечных легендарных глифов? Это очень странно. То есть мы, получается, пробежим не 10 порталов, а 11. Вот я смотрю по своей табличке, и у меня здесь 1, 2, 3 ничего нам не выпало, 4, 5, 6 и 7 забег сейчас выпала хватка боли, а осталось... подождите, все правильно, да? 8, 9, 10. Блин, все, мне нужно снова элементарную математику взять, пару курсов. Извиняюсь, ребят. Короче, добавляем теперь наши вечники и поехали. Это у нас 8 забег. И, друзья, опять не буду вас томить. Увидимся с боссом. И вот у нас уже сейчас появится боссик. Кстати, это классный портал, потому что здесь очень много синих. Ну что, ты у нас точно должен нам дать 5-звездный камень, а? Давай, боссишка. Да что ты не умираешь никак? Да и все еще жив, охренеть. Давай, белый свет. И да, у нас здесь белый свет. Ну что там выпадет? Блин, это всегда такое напряжение, блин. Я вот, кстати, люблю смотреть ролики про открытие этих древних порталов и глифов, потому что, блин, я вижу, что там окровавленный нефрит. Сколько звезд? Сколько звезд? Окровавленный нефрит всего 2 звезды. Блин. В общем, у нас в 8 забеге окровавленный нефритик, еще 2 звезды. Ладно, это неплохо. Уже, по-моему, у меня их 3 штучки, да? Давайте посмотрим. У меня хватка боли нефрит, да, это уже 3-й нефрит, который я получаю. Итак, 9 забег, поехали. И опять портальчик, который не самый прикольный. Но вот здесь вот есть сундучки, в которых, собственно, ничего интересного нет. В общем, увидимся, как всегда, с боссом. И босс у нас сейчас вот-вот появится. Вот он. Ну ты нам точно должен 5 из 5 дать. Давай, у нас заканчиваются глифы, блин. А 5 из 5 все еще нету. Нет, здесь у нас ничего, и, напомню, это были вечные легендарные глифы. Плач матери там выпал, я вижу. Ну, в общем, здесь только у нас хватка боли, которая продажная, но, конечно, продавать я ее не буду. В принципе, неплохой дроп, да, потому что 3 двухзвездных камня, даже если пересчитать это на силу самоцвета, в общем, 9-й забег, небольшой зачет на 3. Ну что, друзья, последний забег на 10 глифов, 10-й забег за сегодня. Да, мы тратим последние 10 вечных легендарных глифов, и до сих пор я не получил 5 из 5 нефритик, ну или хотя бы колоссальную машину. Ну что, делайте ставки. Я думаю, что мне фартанет. В общем, бежим. И портал как раз... Мне фартануло с порталом, да, он именно такой, как я люблю. Ну, надеюсь, фартанет и с камешком. Я вот не помню, когда мне хоть раз выпадало 2 двухзвездных камня, если это не зеркальные самоцветы, в одном дропе. Мне все время, если выпадал 5-звездный, то только 1. Напишите, пожалуйста, в комментариях, выпадали ли вам 2 сразу или 3 сразу, как вот на Reddit. Но это, конечно, полный пипец. У меня что-то полоса невезения началась. После того, как выпал 4-звездный этот, как его, бурлящий исход. Да, блин, куда я застрял тут? Ну и боссик у нас появился. Давайте. Давайте нам 5 звезд. Последние 10 вечных легендарных.
И там белый свет, и там белый свет. Так. Что же у нас там будет? Искра бездны. Блин. Искру бездны, кстати, я получил, когда бегал. Зеркальные самоцветы. Вот это видео сейчас появится, можете посмотреть. И я ее продал на рынке как раз после того, как запустился кросс-сервер, и она улетела у меня за 15 минут. Там не было никакого дилея по времени, то есть она сразу же улетела по 41 600, по-моему. В принципе, я же и не прокачиваю искру бездны, поэтому я смогу ее продать. Но если она 4 или 5 из 5, блин, я ее продам. Я ее продам и бустанусь по платине. Давайте посмотрим, что там. Блин, ну это тревожно, конечно. Тревожно. Блин, там не только искра бездны, там еще окровавленный нефрит. Вы видите? Искра бездны, окровавленный нефрит. И интересно, сколько у них звездность. Я боюсь их поднимать. Ох, там 2 двухзвездных камня. Ой, блядь. Там 2 5-звездных камня. Друзья, 2 5-звездных камня. Я только что говорил, что 2 5-звездных камня мне никогда не выпадало. И мне фартануло. Да, 10-й забег у нас фартовой. Давайте теперь проверим звездность. Давайте проверим или не проверим? Блин. Ну, давайте проверять. Не хочу смотреть. И смотрим. Блять, это нереально! Это просто нереально! Вы видели это? Вы видели? Господи, спасибо тебе! Спасибо! Боже! Я не знаю, как это передать, но это просто невероятный дроп. Я должен заскринить это, чтобы запостить на Reddit. Друзья, наконец-то это свершилось. Наконец-то 5 звезд. Первый 5 звезд, нужный камень. Друзья, я вас всех люблю. Это просто прекрасно. Спасибо, что смотрите мои ролики. Благодаря вам я получил наконец-то 5 звезд. Потому что если бы не вы, я не купил бы эти несколько комплектов и не побежал эти 10 порталов. И наконец-то мне повезло. Друзья, спасибо. Спасибо, что смотрите. Обязательно подписывайтесь на мой канал и ставьте этому видео лайк. Ну, давайте с вами разберемся с дропом поподробнее. Друзья, я просто не верю своему счастью. И на самом деле эти 5 звезд у меня же продажные. Это был вечный легендарный глиф. Ну, давайте разберемся с моим дропом. Что у меня там навыпадало? И 5 звезд нефрит. Где ты, мой дорогуша? 5 звезд нефрит. Он у нас продажный. Вы представляете, сколько он стоит на рынке? Ну, здесь написано 314 337, но реально он там можно поднять, ну, наверное, даже и побольше. Конечно, я не буду его продавать, я буду качать свой любимый нефритик. У меня теперь наконец-то в билде будет 5-звездный камень. И еще у меня на подходе бурлящий исход 4 звезды. Ну, давайте пройдемся поподробнее, что было за эти 10 забегов. Итак, у нас 10 забегов. Мы охотились на нефрит и хватку боли. И в первом забеге у нас 5-звездный камень раз. Дальше в 5-м забеге 2, в 6-м 3, в 8-м 4 и в 10-м у нас 2 5-звездных. Да, это получается 5 и 6. За 10 забегов я получил 6 5-звездных камней, один из которых 5 из 5, и он продажный. Давайте, кстати, посмотрим, сколько все это барахло стоит у нас на рынке. Если мы посмотрим 5-звездный, 425 тысяч платины. И это, кстати, друзья, большой соблазн продать его для того, чтобы купить больше копий и прокачать до большего уровня свои другие камни, в том числе и колоссальную машину. На самом деле это такая дилемма. Бежать с этими 5 звездами или все-таки продать и повышать ранки камней. В общем, друзья, что вы думаете по этому поводу? Стоит ли мне продавать этот камень для того, чтобы выручить максимальное количество платины, накупить копий и повысить ранки других моих камней? Но, конечно, я склоняюсь к тому, чтобы иметь, наконец, 5-звездный камень в своем билде. Блин, это действительно самый лучший дроп, который был у меня за всю историю, когда я играю в Diablo
Diablo Immortal. Это почти 2 года. В общем, пожалуйста, оставьте комментарий. Не забудьте подписаться на мой канал, если еще не подписаны, и ставьте лайк. А мы с вами увидимся в следующем ролике.